Всем привет! Вы на канале Дубль 2, я Галина. Сегодня у нас выходной, больших дел у нас нет, я дома, снова рисую. А потом мы съездим на рынок в центр города. Я расскажу вам историю об одном интересном здании, старинном здании, которое находится на правом берегу реки Нишавы. Потом мы проедем в Lidl за продуктами. И пока будем туда добираться, я покажу наш райончик и расскажу о нем. Так что сегодня отдыхаем, расслабляемся и смотрим видео вместе. Это красивое здание на правом берегу реки Нишавы признано памятником культуры исключительной важности и является визуальным символом города. Сейчас там находится ректорат университета города Ниш, университетская библиотека Николы Тесла, регионально-торгово-промышленная палата и институт по охране памятников культуры города Ниш. Мы были с сыном там внутри, очень красиво, очень интересно рассматривать. Даже уже при входе видно, что это здание историческое. И, кстати, спроектировано оно было в 1887-1889 году венским архитектором в стиле неоренессанса, из-за чего оно напоминает имперские постройки Вены того времени. Здание это было построено вскоре после освобождения города Ниш от османов. Первоначальное его назначение было, здесь располагалась администрация округа, суд и военное командование. Самые драматические исторические события в этом здании произошли 28 июля 1914 года. Сюда пришел телеграфный текст из Вены о том, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Это событие стало официальным началом Первой мировой войны. В этот период, 1914-1915 год, Ниш был временной столицей Сербии. В этом здании находился кабинет премьер-министра Николы Пашича и Министерство иностранных дел. Потом, немного позже, 1930-1935 год, здание было расширено и стало квартирой, штаб-квартирой, конечно же, Королевства Югославия. Именно тогда оно приобрело свой новый вид, замкнутый, с внутренним двориком. После Второй мировой войны здание снова сменило свои функции, и в 1966 году оно стало главным административным корпусом, ректоратом Нишского университета. Но сейчас, как я уже сказала, помимо ректората там находится библиотека Николы Тесла, регионально-торгово-промышленная палата и институт по охране памятников культуры города Ниш. Привет, труженик. Спасибо. На здоровье. Пойдем поливать цветы. У нас тут с прошлого года прекрасные хризантемы.
прошлого года, купленные, я имею в виду. Вот. Соседская черешня набирает силу. Скоро у нас будет ситуация, висит груша, нельзя скушать. Ну, в данном случае черешня висит. Вся в черешне. Ну ничего, мы будем покупать. Это я опять же о том, что я жалею, что мы не купили дом. Очень хочется свой дом, свою черешню. Сажать все свое, выращивать. Ну ладно, пока так. Сейчас, если дотянусь, хочу снять свои посадки, потому что я их сама не вижу. Мы их посадили где-то месяц назад, и, как я уже рассказывала, я вынуждена ходить по ночам поливать их. В темноте ничего не видно. Так, попробую дотянуться. Вот так. В общем, там 2 малинки растут и 1 розочка. И, как я уже сказала, по ночам я их хожу, поливаю. Потому что вот эта вот женщина, не побоюсь этого слова, женщина, не дает ступить просто шагу под наши окна. Начинает угрожать и орать жутко. Откуда-то там доносится такая музыка специфическая. Не знаю, слышно, нет. А вот эти мои хризантемы я не могу полить из квартиры. Потому что окно, ну я могу вот это отодвинуть, это не особо мешает. Но дело в том, что окно полностью не открывается из-за шкафа. Поэтому мне неудобно из квартиры, ну практически невозможно. Если еще до этого кашпо можно дотянуться, то до того вообще невозможно. И мне приходится поливать их тоже снаружи. То есть, соответственно, тоже только по ночам. Вот, потому что у нас там как минная территория. Зайти туда днем невозможно. Наш наблюдают. Так. А там кто пришел? Ты к кому? Тимик? Тимик, не трогай его. У тебя и так глаз поцарапанный. Тима, иди домой. Ой, это из тех домов, откуда-то из частных музыка такая специфическая доносится. Мне кажется, даже как будто бы не сербская, а какая-то турецкая, что ли. Все, сейчас будет драка. Побежали оба разбойники. У меня вот там вот, не знаю, видно будет, вот лежит бутылка под окном, под моей террасой. Это я сегодня выходила, поливала свои посадочки, вот эти все. Вот эта вся батарея с цветов. Вернее, не цветы здесь. Ну, видно, что это одна только вот роза. Дальше туя у меня, там черноплодная рябина, смородина красная, черная, виноград, ежевика. И вот это вот самое высокое, это я думала, что это груша, но к моей радости я ошиблась. В общем, оказалось, что это не груша, а айва. А я, в общем-то, айву искала. Потому что картинка была так сильно похожа на грушу, а написано было очень-очень мелким шрифтом айва, Дунья. И я не сразу это заметила. Была уверена, что это груша. И наоборот, обрадовалась, потому что именно айву я хотела посадить. Теперь вот у меня в кашпо растет айва. И туда рядом с ней я еще посадила клубничку. В общем, вариантов у меня нет, пока все растет только в таком виде. Я уже рассказывала на своем канале, что все это я планировала посадить вот там вот у себя под окнами с той стороны. И мне застройщик наш дал добро
Но вот эта женщина, соседка, препятствует этому. Вернее, не то, что препятствует, а это очень мягко сказано. Она просто угрожает, кидается, ведет себя неадекватно. И как выяснилось, после того, как нам пришлось вызвать полицию, что нам полицейский сказал, что, к сожалению, у нее с психикой не в порядке, поэтому сделать ничего невозможно. Вот, поэтому мы ждем, когда закончатся все сроки судов, апелляций, и наконец-то здесь будет забор. Сейчас хоть вот этот вот орешник здесь зарос, листочки зеленые во все стороны дал, и хотя бы их меньше видно, но все равно видно. Но я к чему все это опять же рассказываю? Потому что я сегодня поливала свои посадки, и у меня упало сюда ветром, сдуло пустую бутылку. И я увидела, что она сидит вот там вот у себя на крыльце. И в момент, когда эту бутылку сдуло, она прям сразу обернулась и посмотрела в мою сторону, что-то забурчало себе под нос. То есть как бы было понятно, что человек жаждет крови, продолжения всего этого скандала. И я просто не рискнула сделать вот 2 шага сюда, чтобы забрать эту бутылку. Думаю, ну не потому, что я ее боюсь, а просто я не скандальный человек. Это была бы сразу опять ругань, скандал. А я тоже не могу себя сдерживать. Если мне грубят, хамят, то я, тоже могу ответить, как бы. Вот. Я не люблю такие вещи, чтобы меня как-то оскорбляли. Я всегда отвечаю. За себя умею постоять. И так как это не про меня такой образ жизни, скандалы и так далее, я уже рассказывала, что я мирный человек, не люблю всего этого, то я постаралась избежать. В общем, она будет валяться там теперь до вечера, пока не стемнеет. Потом я пойду ее заберу, пойду полью свою малинку, свои хризантемки, до которых я из дома, из квартиры дотянуться не могу. В общем, так мы и живем. Вот это место бы еще заросло бы побольше, чтобы их вообще там не видно было. Было бы шикарно, но, к сожалению, их видно. Вот так теперь выглядит лоджия. Я тут снова немножко перестановку сделала. Убралась к теплу. Скоро будем здесь кофе пить. У нас сегодня, кстати, очень жарко. И уже не первый день. Я уже смотрела на градусник. У нас 23. И это в тени. На самом деле там на солнышке прям, наверное, все 26, если не побольше. Тут у меня еще осталась смородинка одна. Я ее пока не выставила на улицу. И вот это черника. Чернику, наверное, я вообще туда выставлять не буду. Насколько я знаю, ей не обязательно прям солнечные лучи. Мне кажется, она здесь себя будет на террасе чувствовать нормально. И еще у меня есть вот такие вот туйки разные. Я их тоже хочу высадить. Я их когда-то отломила черенками и посадила. Они укоренились. Теперь их нужно пересадить в горшочки побольше. А вот это та самая шикарная пеларгония, которую я с неделю назад купила. У нее так много соцветий. Она снова будет цвести. В общем, я такое чудо вижу впервые. Вот здесь она уже, конечно, отцветает, подвяла, но сами соцветия я вижу впервые. То есть она выглядит как розочки, много-много розочек. Здесь у меня, думаю, понятно, да, что это? Это клубничка. И здесь. Вот эту я покупала в Лидле, она стоила 200 динаров. Вот эту на рынке 100 динар. И вот там вот еще у меня посажены вот вокруг айвы маленькие такие клубнички. Они были по 50 динар, тоже на рынке купленные. И я взяла их 5 штук, а с меня взяли 200 динар. То есть они мне обошлись даже по 40. Просто потому, что я полезла в кошелек искать еще 50 динар, а мне продавец сказал, не надо, не надо. Все, и отдал мне просто за 205 штук. Вот. А это вообще у меня горох. Не знаю, вырастет что-то здесь или нет, но пока он себя чувствует неплохо. Пол-двенадцатого ночи. Что ж, самое время идти поливать малину. Злые чары спят.
Злая женщина спит. Мне каждый раз, конечно, стрёмно выходить в это время. Темно, освещения нет. Ничего не поделаешь. Малину жалко. Надо поливать. Птицы поют ночью. Здорово. Я уже приготовила воду. Сейчас пойду. Ты меня снимаешь? Ты чё? Я еще не готова была. Ты ж пошла уже. Нет, я еще обувь не надела. Давай надевай. Надеваю. Видишь, как люблю растения. Давай артистичнее, что ты так надеваешь. А? Просто как-то надеваешь. А как? Ну, через левое плечо как-нибудь. Для видео-то. Как это замедленное действие, да? Ну да. Чтобы было красиво. Уж хотя бы уже замедленным сделай. Подожди, сейчас подсъем сделаем. Не надо, они грязные. Не надо крупным планом. Отлично. Все, я пошла. Если что, там у нас камней много лежит на террасе. Будешь... Там у нас кидать. лопата лежит. А у нас лопата. Тут ты лопату не сможешь вот так вот кинуть далеко. Камнями удобнее, если что. Если я прокукую, то... Ой, а что, Тимоха дома? Я думала, ты гуляешь. Тимоха-то опять дома сидит. Я думала, он гуляет. Так, ключи я взяла. Давайте уже. Подожди, дай духом собраться, страшно же. Вот. В общем, если услышишь 3 куку, выскакивай на помощь. Все, я пошла. Звучит страшно. Да иди уже. Что ж такое, дверь открыть не может. Бай-бай. Тебя продолжать там снимать, нет? Конечно. Серьезно? Я наступила на чужую землю. Я стою на чужой земле. Что ты мне сделаешь, а? Маленький шаг для человека, но такой большой для нашей парцелы. Все, пошла поливать. Все страшно. Бутылка лежит. Это я. Чё? Снимаешь, как я собственные цветы поливаю в темноте? Да-да, я все фиксирую. Много типа налила. Скажите, что вы ощущаете? Ощущаю трепет. Это такой важный момент.
своими окнами. Супер ощущение. Незабываемое впечатление. Верю. А? Верю. Мы сейчас с сыном собрались в Lidl идти за продуктами. Пока будем идти, я немножко поснимаю окрестности, вам покажу. Ну, это я уже не раз показывала. Дом напротив нашего дома. Музыку слышно до сих пор. А какая собака большая к нам забежала во двор. Вроде с ошейником. У нас планируют вот там вот поставить шлагбаум, рампу. Собака, ты не кусачая? Ты чья? Ну, в Сербии, как всегда, палака. Вот привезли что-то наподобие щебня, землю какую-то выровнять здесь площадку. В результате, наверное, уже недели две все эти горки лежат, но дорогу так и не делают. В общем, все как обычно, не торопясь в Сербии. Ну ладно, хотя бы начало положили. Здесь у нас в улице строят дом. Это не частный дом, новостройка, ну такая небольшая. Сейчас мы дойдем, и я покажу, как она выглядит. Там есть вывеска. Ну, там вот трудятся. Ну, в общем, удивительно, что стройки здесь очень немного людей занимаются стройками. Вот так вот выглядит дом, который здесь будет. Вот, есть телефон, куда обращаться, если вам нужно купить квартиру в этом доме. И я не знаю, Никита, ну-ка посмотри, есть дата завершения. Не написано ничего. Нет, дата не написана. Написано июнь 27-го года. Вот. Завершетак, Радова. Вот, так что в июне 27-го года этот домик будет готов. Очень хотелось бы, чтобы здесь сделали дорогу. Может быть, этому застройщику дадут обязательство сделать здесь дорогу. Ну, потому что жесть, конечно. И вот прямо рядом с этим строящимся домом вот еще один, который уже построили. Я, честно говоря, не знаю, там выкуплены все квартиры или нет, или продаются. Вот к нам сейчас прям как раз застройщик подошел, сказал: вы ищете квартиру, хотите приобрести? Я сказала, что я для YouTube канала снимаю, что мы уже приобрели здесь рядышком. Так что, видимо, в этом доме еще продаются квартиры. Вот. Интересно, что здесь у всех установлены кондиционеры. Вот я вижу, у нас такого не было. И ролеты тоже, кстати, на окнах есть. Вот. Единственный минус я в этом доме вижу, что здесь практически нет парковки. Ну, так как мы, например, вообще без парковочного места остались, может быть, кому-то это не столь важно. Вот, мы же как-то живем без машинки, без парковки. Вот. Так что обращайтесь. Кстати, я не помню, там была вывеска с телефоном. Ну, в общем, если кому-то интересно, можете даже мне написать. Я пойду посмотрю, есть там номер телефона застройщика. Нам недалеко идти. Это прямо рядом с нами. Застройщик обрадовался, что на YouTube снимает. Сказал окей. Слушайте, ну я не смогла пройти мимо просто вот. Вы посмотрите на эту черешню. Мало того, что она огромная, как она вся усыпана черешней. Я в жизни столько не видела. Как бы я росла в Крыму. У нас тоже очень много было черешни, но это просто вот она усыпана вся.
Вообще, это просто огромное количество черешин здесь будет. Надо будет прийти посмотреть. На самом деле, столько ли же их будет или станет меньше? Да, очень большое количество черешни. Такую большущую черешню я видела последний раз на Украине, когда мы... Или, ну давайте так, сейчас это не очень людям нравится, когда говорят на Украине, в Украине, но когда я была ребенком, когда мы туда приезжали, раньше называли на Украине. И как бы никого это не обижало. Ну ладно, в Украине. Вот, когда мы с отцом приезжали туда, на его родину, и, по-моему, даже не у моей бабушки, а у соседей была огромная черешня. И нам сказали, что заходите, залазьте, вот сколько нарвете, сколько унесете, забирайте бесплатно, потому что, ну, люди там были пожилые, они просто сами не могли собрать столько урожая. Вот. Так что и Крым, и Украина богаты были на такую ягоду, как черешня. Вот галициния прекрасно цветет. Правда, еще маленькое деревце. Песик, ты будешь на нас лаять? Он нас пока не видит. Не будешь, ты добрый? Ну ладно. Вот тоже двор, смотрите, как хорошо сделано, все уютненько, красота. Да, сегодня у нас прям жаришка. Так вот, небольшое кафешка украшено. Вот наш маршрут, здесь пятерка ходит, не особо удачный. Они всегда переполнены, много людей. Но если пройти немножко вниз туда, там идет параллельная дорога, там ходят другие автобусы, вот двойка, еще там какие-то номера. Они более пустые ходят, и мы иногда просто вынуждены туда спускаться, чтобы нормально сесть в автобус. Потому что здесь район расстроили, уже большой, очень много новостроек. А транспорт, как бы он часто ходит, он ходит буквально там каждые 7 минут. Но всего лишь один маршрут, и этого уже сейчас недостаточно. Они все битком. Еще прям вот ситуация такая частая очень. Вот два подряд автобуса идут, две пятерки сразу. Гонщики местные. Вот две пятерки сразу идут. Так тоже часто бывает. Сначала долго нет, а потом два подряд. И все набиваются в один автобус, а второй следом идет пустой. Здесь перед Лидлом еще большущая стройка, и нам подсказали, сказали, что это будет какой-то высотный торговый центр. Вот. Больше ничего пока не знаю, что за торговый центр. Вообще в Лидл не люблю выходные ходить, потому что всегда много людей. Но сегодня нужно. Пойдем посмотрим что-нибудь на бутербродик.
обычно мы берем вот это вот. Уже, конечно, поднадоело, но как-то альтернативы пока не вижу. Колбаску я тоже тут одну брала, ничего, но что-то она тоже надоела, не хочу. Так, вот этот сыр у меня сегодня по акции. Возьму одну штучку. У меня сегодня, это я имею в виду, в моем приложении на него есть купон. И также, кстати, хлеб вот этот, который мы взяли, я его беру всегда с кунжутом. Он очень вкусный. И сегодня по этим купонам мне этот хлебушек обойдется в 1 динар, то есть даром. Вот иногда вот такие вот акции делают в приложениях для своих потребителей, для своих клиентов Lidl. Мне он этим очень нравится. Что берем-то? Творог? Это вот этот берешь или вот этот? Ага. Это, что там, 500 грамм, 202 динара. Так, что еще? Млади сыр. Ну, я брала такой. Что-то он мне не особо понравился. Не буду я его брать. Вот этот сыр вкусный. Никита, а ну-ка дотянись, вот там в глубине с зеленью. Я не достану. Зелененький такой, он самый вкусный. Ага. Отлично. 170 динар. Будем еще что-нибудь брать? Я имею в виду из колбаски, то что на бутерброд из колбаски, из сыра. Вот моцарелла еще, 250 грамм, 220 динар. Тоже я ее беру иногда, вкусненькая. Свинина. 250 динар. Не знаю, наверное, одну пачку возьму. Что-то мне все поднадоело, жирное. Ну ладно, одну возьму. Можно с картошечкой сделать. Мне понравились вот эти сосиски, но они единственные, которые мне понравились. Мы, конечно, не все перепробовали, но несколько видов брали. Все остальное просто невкусное вообще. Поэтому я беру только их теперь. Холодильничек с рыбкой. 839 динар, осетрина. Вот такая вот со всеми делами. Еще какая-то осетрина, 1300. Вот такая, не знаю, не знаю, честно, вот написано 2300 и 1500. Не знаю, что из них почем. И 1500, вот такая вот по весу, 500 грамм, 1500. Креветки 400 грамм, 400 грамм они, вот, наверное, 799 за 400 грамм. Молочка. В Сербии молочка очень вкусная, мне нравится. Колбасные изделия мне не нравятся, а вот молочка нравится очень. Вот такой йогурт, 149 динар. И сегодня он у меня еще в приложении с 20% скидкой идет. Здесь 400 грамм. Натуральный йогурт, очень вкусный. И такой вот фруктовый мы еще берем. В Лидле еще бывают такие неделя, в общем, иностранных продуктов. Бывают греческие продукты, вот здесь вот все выложено. Была неделя итальянских продуктов, вот сегодня мы попали неделя американских продуктов. Ну, что взять американское попробовать? Конечно, чипсы. Бургеры берем. Бургеры? Да, ну их.
Здесь пресковица вкуснее. Не нужны нам бургеры. В общем, взяли чипсы попробовать. Ну, опять же, это сын, конечно, он больше любит. Я особо не люблю, вообще их не ем. Ну, тоже вроде не усугубляет, но иногда хочется. Ладно, все. Больше ничего не будем пробовать. Случайно увидела необычный товар такой. Называется граммофон. 7000 стоит. Но я так понимаю, это проигрыватель такой. Причем он в чемоданчике. Вот так вот сделан под старину такой. Винтажный. Вообще прикольная вещь. Кстати, пластинки в Сербии тоже продаются. Вот где я продаю картины, там недалеко есть продажа вот пластинок вот таких виниловых. Так что здесь, видимо, пользуются спросом. Ну вот на нем написано, вот здесь видно, for playing and digitizing records, для проигрывания и оцифровки записей. Ага. То есть, как я понимаю, эта штука умеет читать пластинки, как обычный граммофон. И вот здесь нарисован выход под наушники и Bluetooth. Вот здесь он же. Угу. То есть это, теории, в принципе, это современная, да, такая штука, только которая сделана. ну, это Чтобы... проигрыватель, но такой, который тебе, например, может на музыкальный центр музыку отправить или в компьютер. То есть это какая-то такая